Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня. И Realme тоже наплодила чертову тучу аппаратов из разряда супер лоу-коста, так же как и Redmi 9A и подобное. Этот аппарат чем отличается, вы узнаете обязательно в ролике, потому что внешне фактически это копия аппаратов Narza. Единственное, отличается, наверное, от Narza 50A, все остальное примерно так же. То есть Narza 30 выглядит так же, как Realme 25S. По начинке я бы не сказал, что они дико отличаются, это плюс-минус то же самое. У Realme ужасные камеры, но эти ужасные камеры в супербюджетниках кажутся нормальными, потому что, ну, своих денег эти телефоны однозначно стоят. Так что, если вы попробовали MIUI, я думаю, вы поняли, что я Xiaomi, и поняли, что это что-то с чем-то и нехорошо, то милости прошу, вот можно начинать с подобных аппаратов свое знакомство с бюджетниками и операционными системами, которые, по моему мнению, являются уже адекватными. Напоминаю, что на канале чертова туча розыгрышей, 5 Mi Band ежемесячно, плюс, помимо этого, двое умных часов 17 и 25 тысяч. Смотрим канал, смотрим обязательно описание, подписываемся, спрашиваем, у кого какие вопросы в телеграм-канале взаимопомощи, также в описании, и смотрим телеграм-канал скидок, за сколько что кто умудряется купить. Не всегда вы успеваете, не всегда успеваю даже я, хотя я туда же постю. Стоит, во всяком случае, знать, сколько железка должна сама по себе выходить вам, а не в ритейле российском. Смотрим. Всем привет, меня зовут Саня, канал Польза.нет. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Ну, постоянные, самые-самые. Это 5 Mi Band. 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Розыгрыш на канале для стримов 30 числа каждого месяца. Подписывайтесь с колоколом. А сегодня я расскажу вам о смартфоне эконом-класса Realme C25S. Полетели. Итак, распаковка. Коробка изготовлена из плотного картона желтого цвета. И помимо названий и спеков, на ней нет больше ничего. В комплект поставки входит смартфон, кабель для зарядки USB Type-C, блок питания на 18 Вт с европейской вилкой, скрепка для извлечения сим-карты, чехол топорного качества, защитная пленка, которая уже наклеена на экран, руководство пользователя и гарантийный талон. Летим дальше. Поставляется данный смартфон всего в двух цветах, серый и синий. Дизайн ничем не отличается от Realme C25, обзор на который уже есть на моем канале, и вы можете посмотреть его по ссылке в правом верхнем углу. Основная часть корпуса — пластик, и с тыльной части он имеет текстуру в виде линий, расположенных по диагонали. Пластик неплохой, не маркий, но скользкий. И чехол из комплекта из рук тоже лично у меня выскальзывает. Размеры устройства составляют 164 на 75 мм и на 9,7 мм без блока камер в толщину. Или 10,7 мм в ширину вместе с камерами. А весит девайс 209 граммов, что немало. Хотя в руке ощущается достаточно легким. На корпусе расположена кнопка питания, непрорезиненный слот на 2 сим-карты и microSD, разъем под мини-джек, сдвоенные микрофоны, разъем для зарядки USB Type-C, 2 динамика разговорный основной, звучание на борту моно, также с тыльной части расположен блок камер и сканер отпечатков пальцев. При нажатиях кнопки издают не очень приятный щелчок, но, к счастью, люфта у них нет. С лицевой части смартфон имеет дисплей LCD на 6,5 дюйма, который имеет разрешение ультраскромное 720 на 1600, но для этой стоимости стандартная. Плотность пикселей составляет 269 ppi, по данным Antutu. Пиковая яркость небольшая, всего 570 нит. В солнечную погоду яркости не хватает, дисплей лично у меня бликует, что, естественно, мешает просмотру контента, хотя в помещении с ярким освещением дискомфорт доставляют исключительно блики. Частота обновления экрана небольшая, 60 Гц, но стандартно, другого за эти деньги ожидать не стоит. Автояркость работает плавно, без перепадов. Под разными углами тон картинки изменяется в более теплый и слегка темнит. Мультитач берет все 10 пальцев, Samsung учитесь со своим A12. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатка пальца и распознавания лица. Сканер отпечатка пальцев работает молниеносно, но отсканировать биометрические данные одного пальца несколько раз невозможно. Распознавание лица срабатывает также стабильно быстро, но больше одного лица добавить нельзя. Рамки вокруг экрана небольшие, подбородок есть и не самых маленьких размеров. Летим дальше. Процессор на борту мой нелюбимый MediaTek Helio G85 с 8 ядрами и техпроцессом 12 нанометров. Не конкретно этот, а я в принципе МТКшные процессоры не очень жалую, не самый лучший у них обвес. С другой стороны, это же лоу-кост, чего от него хотеть. Максимальная тактовая частота процессора 2 ГГц, имеет обвес в виде графического процессора ARM G52, интерфейс Realme UI 2.0 на основе того же Android 11. Во время обычного использования под подвисаний не было. Оперативная память LPDDR4X доступна только 4 гигабайта. Доступна на выбор 64 и 128 гигабайт, и расширить SD-карты это все дело можно. Летим дальше. Из беспроводной связи имеется двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth версии 5.0, сеть мобильное устройство ловит хорошо, бенды 7 и 20 на борту. Вибромоторчик с хорошей тактильной отдачей, но не на
настраивается. NFC тоже поддерживается, и Google Pay встает без проблем. Из навигации имеется GPS, GLONASS, Beidou, а GPS-тест на холодную показывает, кстати, точность до 3 метров в городских условиях, недалеко от высотных зданий, что странно для МТК-шного процессора, потому что обычно они показывают до 1 метра. Емкость аккумулятора равна 6000 мАч. В PC-марке выдал 11 часов 3 минуты и осталось 20%. Результат приличный, тест я проводил на максимальной яркости. Заряжается он с 0 до сотки от родного адаптера питания за 3 часа 20 минут. Беспроводной зарядки, разумеется, за эти деньги нет, так же, как и защита от влаги. За час игры в Genshin Impact улетает 18% на максимальных настройках графики и максимальной яркости. Понятно, что максимальной для этого аппарата. Играть на таких высоких настройках графики практически нереально, так как даже на минимальной графике присутствуют лютые лаги, и с ними не особо тоже приятно играть. Телефон греется, и это хорошо чувствуется даже через чехол, но яркость телефон не понижает, хотя показывает очень мало кадров в минуту, не то что в секунду. По тестам, тротлинг-тест прошел отлично, смарт стабильный, 124 гипса минимально, максимально 149 гипсов и в среднем 138 гипсов на 100 головках при 30 минутах. В бенчмарке показал следующие результаты: в сингл-коре 384, в мультикоре 1328, в 3D-марке все не красочно, но для своего ценового сегмента неплохо, а именно Wildlife 716, Wildlife Stress Test 726, Wildlife Extreme Stress Test 184, Wildlife Extreme 180, Slingshot Extreme 1411, Slingshot 1893. В Antutu выдал результат 178 тысяч попугаев, и это больше, чем у Samsung Galaxy A12. Storage тест показал 11 971 балл. На холодную стресс-тест прошел с не очень радующими глаз результатами, и все вы видите сейчас на экране. Основной блок камер состоит из 3 модулей: основная камера на 48 мегапикселей, черно-белый модуль на 2 и макро на 2 мегапикселя с фокусным расстоянием 4 сантиметра. Запись видео доступна в максимальном разрешении 1080p 60 fps. Фронтальная камера на 8 мегапикселей расположена по центру в верхней части экрана. Сама по себе она небольших размеров, но ее совместили со шторкой, поэтому смотрится однозначно она гораздо заметнее. Максимальное разрешение для съемки видео в фронтальной камере 1080p 30 fps. Короткие примеры вы сейчас увидите. Realme C25s, основная камера, пример съемки, парк, можно сказать, чуть ли не самое любимое мое место. И уточки, пока они никуда не исчезли, пока не начался кризис и их не съели. X10 вроде бы норм. Фронтальная камера неизменная для Realme 1080p 30 fps, и ну, вот она. По большому счету такое ощущение, что каждый раз, когда я беру аппараты Realme, я фронталку тестирую одну и ту же. Что в аппаратах за 10, что за 15, что за 30 тысяч рублей. И, к сожалению, если посмотреть на железочки и на спеки, и на сенсоры, оно так и получается. Хотя мы все ждем, что алгоритмы как-то все это дело исправят. Получаем что-то вот такое. Но опять же, для такого девайса это просто космос, съемка. Но для девайсов подороже фронталочка не радует. Но он же не дороже. Он же дешевле. 25S, C-шка, норм. Realme C25s, фронтальная камера, вечер, Мурина, не ночь, ну 12 часов, окей, уже вечер, все-таки обычно я в 3 снимаю, помните? А к чему это все? К тому, что 1080p 30 fps максимум. Сказать, что она суперски снимает, нет, но зато она снимает не хуже, чем рилмевские телефончики по 20 тысяч рублей. Почему? Потому что сенсоры одни и те же, и по большому счету алгоритмы, к сожалению, тоже. Я не скажу, что их топовые аппараты, даже Realme Master Edition с фронталкой на 32 мегапикселя снимают значительно лучше. То есть это плюс-минус то же самое. Ну вот так, не знаю, смысл ночных съемок не вижу никаких. Почему? Потому что это в WhatsApp так пообщаться и как-нибудь там локацию показать. Кстати, хочу отметить, только что тестировал Xiaomi 11T Pro, и у него есть роллинг шаттер у фронталки. Welcome. То есть телефон за бодрые 50 тысяч рублей в российской рознице имеет роллинг шаттер на фронталочку. А знаете почему? Потому что обзор видели, у кого был на него? У бородатого дядьки, кроме айфона. Нужно к этому телефону всегда присматриваться. Как они там говорят, тесты же не важны вообще. Ты ж только для зарядки телефон покупаешь. Меня прям это бах убило. Да, я иногда смотрю обзоры, к сожалению. Или к счастью. Вот такая вот камера. Красный нос показан. Белый лоб показан. Зеленая шапка. Голубая футболка. И в целом неплохо. Не хорошо, неплохо. Надеюсь, те, кому не нужно, это дело промотали. А кому нужно, вы сделали для себя какие-то выводы по поводу качества съемки. Realme 25s и проверка автофокуса, как отрабатывает. Раз. Давай, думай. Думай. Мы верим в тебя. 2. И снова объект. Есть. 3.
И снова объект 4. Снова объект 5. Ну, в целом неплохо. С основной камерой лучше. Уже 1080p 60 fps. Съемка с двух рук. Стаб работает, ну, сами видите как. Понятно, что он цифровой здесь. Сейчас снимаю с одной руки в движении. Обязательно остановлюсь, чтобы вы смогли оценить, насколько хорошо камера снимает с двух рук ночью. Остановившись, вот так. Ну, даже здесь видно, что стабилизация практически нулевая. Еще и с фокусом какая-то радость творится. Ладно, посмотрим, что у нас в движении будет. Особо не знаю, чего хотеть от такого аппарата. У меня недавно был Narza 50A, который будет во время распродажи 10 490 рублей. И да, основной минус, конечно, это у него экранчик. Хотя для многих это плюс. Во-первых, там IPS, а во-вторых, разрешение такое себе. Такое себе, не штатное. Здесь, по мне, и с яркостью что-то лучше. Ну, ладно, не будем топить собратьев, потому что Narza это тот же Realme. Вот так примерно вы будете снимать с этого телефона. Итог у вас будет такой. Потом встали так, о, идеально. Главное смотреть только на телефоне, на ноутбуке и компьютере. Так же, как и на большом телевизоре не стоит. Максимум X, разумеется, 5. И X10 дальше цифровой. Ну, вы видите все. Точнее, вы ничего не видите, так и должно быть. Вот так она снимает. Это великолепная камера. Пример съемки фронтальной камеры 1080p 30 fps Realme 25S. И что я хочу сказать, что камера, как всегда у Realme, одинаковая для фронталок. Что, в принципе, неудивительно. По стабу вы видите, по работе вы видите. Я говорю, по большому счету можно вообще для Realme, начиная с аппаратов за 1080, заканчивая 30-кой, вставлять один и тот же пример фронталки. Она работает примерно одинаково. Нет роллинг-шаттера, в отличие от Xiaomi-шек. Тот же 11T Pro вы видели, как мылит. А с одной стороны, с другой стороны, что позади лучше не рассматривайте. Лучше и лицо-то не особо сильно рассматривать, во всяком случае в динамике, только в статике. Вот так. Минусы: кнопки нажимаются с характерным щелчком, чехол топорный, слот не прорезинен, нет ЭК-порта, а в тяжелые игры не поиграешь. Телефон греет, нет беспроводной зарядки, что неудивительно, и защиты от влаги, разумеется, тоже нет за эти деньги. Цена по ссылке в описании к видео в районе $150, плюс-минус, в зависимости от того, когда вы смотрите. Если сейчас промокоды и сейл на Али, то там все может быть намного дешевле, в районе сотки аппарат взять реально. Главное держаться до самых лютых и приятных промиков. Допустим, как Crazy 11.11 или как в Black Friday промики были, ну вы помните. Резюмируя, смартфон порадовал своей хорошей автономностью, наличием NFC рабочего и возможностью расширить память. Для своего ценового сегмента это уже супер. Да, в тяжелые игры не поиграешь вообще, но вряд ли кто-то будет рассчитывать на большее, чем он может. Если получится взять смартфон до $120-130, это вообще супер. Не забывайте подписываться на телеграм-канал со скидками, телеграм-канал взаимопомощи, в котором больше 6000 человек, там нет мата, хамства, все друг друга уважают, все друг другу помогают. Приходите на стримы прожарки телефонов на основной канал, там я 3 Redmi скоро буду прожаривать. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.